Мы продолжаем проходить приложение Ведьмак 2 от компании CD Projekt Red по мотиву одноименной серии книг Ведьмак от именитого автора Анджея Сапковского. И в данном выпуске у нас сражение с Кейраном. Стандартный загрузочный экран и кат-сцена. В данном сражении хотелось бы обратить внимание на две важные детали. И первая важная деталь — это силовое поле. Мало кто обращает на это хоть какое-то внимание. Но к этому мы еще вернемся. Так, пока нас еще не прибили. Собственно, все, что необходимо сделать игроку, это ловить щупальца Кейрана, используя знак или соответствующую ловушку. Разумеется, ловушка создавалась заранее, но если вы этого не сделали, всегда существует знак. Также нам следует уклоняться от остальных щупалец и пытаться выжить. Само сражение с Кейраном довольно легкое, если знать, что делать. Так, сейчас нам необходимо осмотреть силовое поле. Разумеется, делать это не обязательно. И с этой стороны мы... А нет, все-таки мы можем к нему подойти. Нам будет оно наносить урон. Это довольно интересно, на мой взгляд. Поскольку мало кто обращает внимание на такую вот деталь. Ну что ж, вернемся к Кейрану. Успели мы применить знак, иначе все бы закончилось весьма плачевно. Придется теперь подождать. Или пропустить урон, чтобы восстановить энергию. Бедняга даже попасть не может. Ну, отлично, он попал. Так, теперь мы отходим. Ага. Ну ладно, хотя бы на силовое поле посмотрели. Так, возвращаемся и проделываем все с самого начала. На этот раз к силовому полю, я думаю, подходить мы уже не будем. Его мы осмотрели. Поэтому шансы на победу над Кейраном значительно увеличиваются. На всякий случай активируем знак, мало ли что может пойти не так. Но в принципе, сама битва с боссом довольно простенькая, как уже упоминалось ранее. И все, что необходимо делать игроку, это вовремя совершать действия. И стараться не попадать под негативные эффекты данного персонажа. Вот и все. Разумеется, ничего сверхъестественного.
Это последняя конечность, которую Геральту необходимо отрубить. И далее у нас уже пойдет всеми любимый или нелюбимый Quick Time Event. Если мы, конечно, выживем. Ну и для того, чтобы увеличить наши шансы на выживание, мы активируем знак. В принципе, довольно просто. Дальше игроку необходимо просто перебраться по остатку моста, и для этого также применяется знак. Иногда Кейран будет сам подталкивать нас, и главное вовремя активировать знак опять же. Сейчас нам повезло. И сейчас не повезло. Ладно, и такое бывает. У нас получилось. Неплохая битва, Геральт. Ты как? Эта подлюка меня поцарапала. Я слышала, ты бывал в переделках и похуже. Интересно, сколько правды в этих рассказах. В каких? Если ты думаешь, что я стану пересказывать тебе твои подвиги, то ошибаешься. Хорошо. Что теперь? Пока труп свежий, я попробую извлечь все, что мне нужно. Конечно, было бы лучше перетащить всю эту гадость в мою лабораторию и приготовить больше ингредиентов. Но жалко тратить силу. И работы будет слишком много. Возьму только... Что именно ты слышала обо мне? всякое. Я так понимаю, ты не хочешь об этом говорить. У меня нет времени, прости. Чем свежее ингредиенты, тем ценнее. Тогда до встречи. Не забудь о награде. Не беспокойся. Разумеется, это еще не все. Помимо того, что с Кейрана можно собрать 2 порции трофеев, мы здесь можем еще зацепить интересный квест. Не знаю, что там будет происходить с более свежими версиями проекта Ведьмак 2, но, по крайней мере, на начальных этапах игрок все еще мог активировать один квест, который, не знаю почему, многие говорили, что вроде как проваливается. Собственно, мы сворачиваем сюда и двигаемся к разрушенному кораблю. Здесь мы подбираем ключ и после находим сундук. В принципе, все собирается и квест продолжается. Но, не знаю, где-то вроде бы читал, что на более новых версиях игры данная штука уже не работает, и пройти сюда вроде как нельзя, но не знаю. Сейчас вроде все работает. Так, и здесь мы, собственно, можем собрать еще вторую порцию трофеев с Кейрана, и в итоге у нас получается 2 порции данного предмета. Ну и, в принципе, наверное, на этом все.